Путин срочно собрал Совет Безопасности. Реакция на мирный план или новые угрозы. А Трамп дает миру неделю. Канцлер Германии внезапно отменил целый ряд встреч и ушел в режим тишины. В Берлине не скрывают тревоги. Что случилось? Острое заявление президента по Украине, из которого все стало окончательно ясно. Зеленский дал исчерпывающий ответ. Известно, будет ли мир в Киеве, когда и на каких условиях. Эвакуация, хаос и срыв главного договора десятилетия. Полный провал на важнейшем международном саммите. Надежд на урегулирование больше нет. Об этих и других самых главных событиях утро субботы, 22 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Путин срочно собирает Совет Безопасности. Пятница, вечер. Самое время придумать ответ на предложение Белого дома о мире в Украине. Может, до обсуждения этого, конечно, и дошло, но немного с другого ракурса. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. И в целом нас это устраивает. Но тут в эфир вышел Дональд Трамп и тоже решил прервать молчание. Знаете, они потеряли 25 тысяч человек в прошлом месяце. 2 страны вместе. 25 тысяч человек. Это вышло из-под контроля. Это кровавая баня. Вспомните, что означает эта известная кровавая баня. Но вы ведь знаете, что если их не остановить в Украине, проблемы будут у других. Балтийские страны, например, у них могут быть проблемы. Они будут остановлены. Они не хотят большой войны. Смотрите, они уже под сильным давлением. Как на это отреагирует мир, да и отреагирует ли вообще? Пишите, что думаете об этом в комментарии под видео. Федеральный канцлер Германии внезапно отменил целый ряд встреч и ушел в режим тишины. В стране закрытые консультации по теме номер 1 на данный момент. По данным Bloomberg, в срочных телефонных переговорах с Трампом и Зеленским Фридрих Мерц заявил, что нынешняя линия фронта в Украине должна быть отправной точкой для любых территориальных дискуссий. Бильд пишет, в Берлине серьезно встревожены американским планом урегулирования и уже готовят ответ. Немецкое правительство мобилизует европейских партнеров, чтобы создать фронт несогласия и удержать Киев от принятия условий, которые предлагает Вашингтон. По данным издания, Германия намерена давить и на ЕС, и на США, продвигая собственную позицию. Тем временем Зеленский признает, впереди тяжелая неделя переговоров, а Европа уже готовит альтернативный вариант, более выгодный Украине. Европейскому Союзу пока не были официально переданы никакие планы, поэтому для нас не имеет смысла что-либо комментировать на этом этапе. Могу лишь сказать и повторить, что Евросоюз остается полностью приверженным обеспечению Украине непоколебимой поддержки на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций. Сделка, на которую рассчитывал Вашингтон, начала рассыпаться и не в кулуарах, а на самом верху. ЕС и Украина фактически разворачивают мирный план США, а параллельно из Вашингтона звучит что-то похожее на шантаж. Киев и европейские столицы отвергают ключевые элементы американского проекта, прежде всего идею сокращения численности ВСУ. В этом вопросе Зеленский получил редкое единодушие. Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер согласились, что урезать украинскую армию на фоне продолжающейся агрессии нельзя. Как я понимаю, это только укрепило тот базовый принцип, но нам все равно нужно двигаться вперед от ситуации, в которой мы находимся сейчас, к справедливому и прочному миру. Я знаю, что президент Трамп хочет этого и работает в том же направлении, но мы обязаны снова подчеркнуть принцип. Вопросы, касающиеся Украины, должны решаться самой Украиной. Украина, Великобритания, Франция и Германия договорились вместе добиваться долгосрочной защиты украинских и европейских интересов, то есть не позволять навязывать Киеву быстрый мир ценой его безопасности. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це
Вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Накануне Зеленский созванивался с лидерами, и, судя по реакции, разговор был не о косметических поправках, а о принципиальных красных линиях. США намерены предоставить Украине гарантии безопасности сроком на 10 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ, который оказался в их распоряжении. В конце концов, ни один мирный план невозможен, если он основан на умиротворении агрессора. Это может принести только больше войны и жестокости Украине и всей Европе. На этом фоне Reuters передает совсем другой тон из Вашингтона. США пригрозили Киеву прекратить обмен разведданными и поставки оружия, если Зеленский не подпишет рамочное соглашение по плану Трампа. А вот чем пригрозили России, может быть, вы знаете? Напишите под этим видео в комментариях. Оккупированный Крым снова вспыхнул, и это была та атака, после которой российские военные долго приходят в себя. Удар пришел точно туда, где Москва чувствует себя безопаснее всего. Спецподразделение Главного управления разведки «Примары» провело очередную операцию в глубине полуострова и выбило у российской армии часть ее самых дорогих глаз и ушей. Под удар попали сразу несколько ключевых целей. Украинская разведка подтверждает уничтоженный корабельный вертолет К-27, аэродромный радиолокационный комплекс «Лира-А-10», станции «Небо-У», «Небо-СВ» в защищенной купольной конструкции и РЛС «Терек». Особый штрих – момент, когда дрон ГУР уходит от ракеты комплекса «Панцирь-С-1» и продолжает атаку. Именно это видео стало главным доказательством того, что российское ПВО в Крыму больше не чувствует себя ни уверенно, ни защищенно. Украинские силы все глубже проникают в тыл врага, а российские позиции на полуострове превращаются в мишень, которую бьют все чаще и точнее. Пожар, хаос и риск сорвать главный договор десятилетия. Провал на климатическом саммите КОП-30 в Бразилии. Там загорелся павильон, дым, эвакуация и 13 пострадавших. Делегаты стояли на улице, пока внутри тушили огонь. Произошло вот что. Пожар начался рядом со стендом Китая. За ним. У меня там есть друзья, и им всем сказали переходить сюда. Дело в том, что огонь распространяется очень легко. Вот и все. Но удар не только в этом. Переговоры и так висят на нитке. До дедлайна остаются часы, а финальных текстов соглашений нет. Для Восточной Европы это важный сигнал. Если КОП-30 рухнет, решения о зеленой энергетике, финансировании перехода и глобальных правилах откатятся назад. Мир снова застрянет на старой нефти, а пожар стал символом того, насколько шатка вся система. Заложим 10% на воровство прямо в бюджет. В Астрахани депутат облдумы Евгений Дунаев озвучил формулу коррупции. Он заявил то, что обычно говорят тихонько на кухнях, а не на заседаниях парламента. Предложил официально учесть в бюджете все будущие хищения. Каждый из нас открывает утром интернет и читает. При строительстве садика украли 15 миллионов. При строительстве дорог украли 10 миллионов. Очистные сооружения должны были сдать, но украли 30 миллионов. Да что говорить, за спиной у нас Октябрь уже строят лет 10, уже 4 уголовных дела. Это не случай, это Салтыков-Щедрин сказал. Если я проснусь через 200 лет, то увижу, пьют и воруют. Так давайте заложим сразу в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это или нет? Спасибо. Зал посмеялся, но в глубине души всем было понятно, это уже не юмор, а диагноз или план. Бывшего зампреда правительства Башкирии Алана Марзаева отправляют в колонию строгого режима на долгие годы. Но это его как-то не сильно расстроило. Экс-чиновник в зале суда пил кофе и пребывал в отличном расположении духа. 59-14. Соответственно, с пунктами А, Б, части 1 статьи 104 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ленинский райсуд признал его виновным в вымогательстве и получении взяток в особо крупном размере. Марзаев получил 13 лет лишения свободы. При этом время в СИЗО зачли по схеме день за два, начиная с 30 сентября. На этом наказание не заканчивается. Суд запретил ему 12 лет работать на госслужбе, назначил штраф в 561 миллион рублей, это около 7 миллионов долларов, и обязал вернуть 37 миллионов рублей, около 450 тысяч долларов, которые признаны эквивалентом взятки.
Ничто так не взрывает информационное поле, как попытка выдать наивность за стратегию. И вот новый эпизод. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что украинцы и россияне должны перестать убивать друг друга и начать торговать. Причем сказал он это всерьез, как объяснение философии Трампа о том, как заканчивать войны. Он вообще не тот человек, который понимает природу насилия на каком-то глубинном уровне. Типа, зачем вы продолжаете убивать друг друга? Почему бы не начать торговать друг с другом? Почему вместо того, чтобы Россия и Украина убивали друг друга, им не заняться торговлей, не ездить друг к другу, не устраивать какой-то культурный обмен? Венс рассказал, что администрация Трампа якобы уже работает над 9 и 10 мирными соглашениями, и что 10-е ради математической гармонии вообще достойно Нобелевской премии для Трампа. В хоккее грандиозный скандал, которого еще не было. Связан он с Беларусью. Служебная собака набросилась на игроков прямо перед стартовым вбрасыванием. Перед матчем «Динамо Минск-ЦСКА» на лед вывели служебную собаку МВД, которая должна была красиво помочь милиционеру Елизавете сделать символический вброс. Но все пошло совершенно по другому сценарию. Дмитрия Гамзина и Ребята напряглись на вбрасывании, потому что собака настроена достаточно агрессивно. Сейчас перчатка Стася в музей отправится, судя по всему. Собака сначала укусила капитана ЦСКА, а затем вцепилась в перчатку капитана «Динамо» и буквально стянула ее зубами. Кинологу пришлось силой оттаскивать животное. Игроки были ошарашены. Вместо торжественной церемонии внезапная атака прямо на льду. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.